Доброе утро. 6 утра. Я иду в аэропорт, потому что сегодня я лечу, как я обещал, на самый дальний остров Европы. К нему с этого острова нужно лететь еще 2 часа. Хорошо, что с города можно дойти пешком к аэропорту. Я проснулся в 5, собрался и вышел. И мы полетим на таком вот маленьком корыте с пропеллерами. Что-то этим утром я совсем не в настроении. Как-то не выспался, хотя... Не могу даже слов связать. Выпил только что кофе и не помогло. Но был рад, когда я его пил. Кажется, наконец-то начинается посадка на борт. Остров называется Флориш. Поэтому в этом видео вы узнаете, что такое Флориш и почему я так долго мечтал на него попасть. Обычно как-то более заряжен энергией, оптимизмом, хочется бежать. Как-то плохо проснулся. Видимо, мне что-то снилось не сильно приятное. Я вот в этом настроении сегодня проснулся и как-то с такой вот апатией отправился в аэропорт. Ну, это все поменяется очень быстро. У меня настроение довольно быстро меняется, иногда вот так вот. Достаточно какую-то песню послушать, либо испытать какую-то положительную эмоцию, либо воспоминание, либо просто от кого-то что-то услышать. Бывает достаточно одного слова от правильного человека, и все. Что-то непонятное там происходит, людей разворачивает, куда-то отправляет еще. Это что, задерживают рейс, кстати, с локальными авиаперевозками очень часто подобное происходит. Задерживают рейсы, отменяют из-за погоды. Ну, короче, непонятно. Я бы очень не хотел, если бы рейс сейчас отменился. Вроде бы с погодой все нормально, но хотя все затянуто тучами. Все подходят к этой девушке на стойке. И она им что-то объясняет, и люди разворачиваются, идут в другую сторону. Но мне это не нравится. Вот люди уходят из зоны посадки куда-то. И я не могу понять, почему. Может, поменяли гейт? Либо просто говорят, что никто никуда не полетит сегодня. Чё? Девушка такая с улыбкой говорит всем: ну, ваш рейс canceled, ну типа отменен. Идите обратно, короче, на стойку регистрации, и там типа тебе скажут, что делать. Ну, если авиакомпания отменяет рейс, она должна предоставить отель. Просто в таком случае бронь моего отеля и дни пребывания на острове сокращаются. А у меня уже все оплачено. И мой хост, у которого я арендовал дом на острове, уже пишет: ваш дом готов, можете заселяться, только осталось добраться до острова. Ну, короче, как-то так. Я как бы был готов к этому, потому что отмены рейсов — это довольно частая практика. Но я надеюсь, мой рейс сегодня вылетит, а не завтра. Вот почему я сегодня плохо проснулся, в плохом настроении. Потому что как будто чувствовал, что мой рейс будет отменен.
Ждал, просыпался в 5 утра, проходил секьюрити, доставал свой этот гребаный компьютер, снимал шапку. Теперь опять все заново. Выхожу я. Сейчас нужно подойти на стойку информации авиакомпании, что мне там предложат. И потом опять ждать следующий рейс, опять проходить зону досмотра и все такое. Говорит, ваш флайт отменен. Я очень рад. Мало того, что этот остров и так находится в самом недоступном месте, к нему и так сложно добраться. К нему нет прямых рейсов. И он находится вот реально посредине Атлантического океана, дальше от всех остальных островов. Так еще и из-за погоды часто отменяются рейсы. Может, и предложат следующий рейс. Вот я вижу Флориш в 1:25 есть. Так что, возможно, я вылечу сегодня позже. Вот, ребята, видите, следующий рейс есть в 1:25. Так что, возможно, я полечу на этом. А я еще подозреваю, что проблема в том, что на этот остров не летают вот такие вот большие самолеты, которые могут летать в любую погоду. Туда летают вот эти маленькие с пропеллерами, и на них летать в такую погоду опасно. Вот поэтому часто отменяют рейсы. Я не могу найти... вот киоск моего перевозчика. Нужно узнать, что делать. Девушка в киоске сказала, что подойди на стойку регистрации, и там тебе предложат отель. Ну, это если я правильно ее понял. Потому что она с акцентом разговаривала, не все слова были понятны. Но я вам скажу, что никто с пассажиров вообще не паникует, не возмущается, все улыбаются. Никому это не испортило настроение, абсолютно. То есть, как бы, я не знаю, локальные жители и сами европейцы не привыкли жаловаться на что-то, размахивать руками, типа, да что это такое, что тут происходит, что нам теперь делать. Они спокойненько пошли все, молча вообще улыбаясь. Отменили самолет, ну ничего, прилетит другой, ничего страшного, куда нам торопиться. Просто я привык к такому, что, я как украинец, всегда привык, что люди возмущаются, там, как это, у меня там работа, я тороплюсь, кто мне это компенсирует, что теперь нам делать, начинают люди кричать, возмущаться, знаешь. А я не услышал ни одного громкого слова среди всех ожидающих. То есть люди молча просто пошли себе спокойненько. Просто потому, что такое происходит здесь регулярно, во-первых. И потому что, как-то европейцы проще на все реагируют и не раздувают проблем. Вот, людям вроде бы выдали новые билеты на следующий рейс, как я понимаю. Сейчас узнаем. По этой причине я летел в этот раз на Азорские острова с запасом дней. Потому что я знал, что здесь проблемы с погодой, с отменой рейсов. И вы не можете просто взять, приехать на пару дней. Да, тут можно за пару дней, особенно на автомобиле, если взять в аренду, все посмотреть. Но вот такие моменты, как вы видите, они непредсказуемы. Поэтому лучше всего на Азорские острова лететь с хорошим запасом. Вот как я в этот раз полетел на 3 недели. И теперь я спокоен, я не переживаю, мне хватит времени. О, Господи. Но я вам скажу, что отмена рейса в данном случае это довольно приятный опыт. Кстати, солнце вышло. И мне дали очень много разных ваучеров на то, чтобы я провел этот день нормально, полноценно, так сказать. Поэтому, во-первых,
мне дали ваучер на такси. Во-вторых, мне дали ваучер на проживание в отеле. В-третьих, мне дали ваучер на обед, ваучер на ужин и завтрак включен. И еще мне дали ваучер на такси обратно в аэропорт. То есть у меня целая стопка ваучеров, чтобы я просто, как и нормальный человек, провел этот день полноценно. Потому что по вине, авиакомпания не смогла мне сегодня обеспечить и полет. Поэтому вот так вот. Ну что ж, я вышел на улицу. Солнышко. Очень милый, кстати, персонал у этой авиакомпании. Она просто единственная, которая туда летает. У них есть свое приложение, где можно купить билеты. И только там вроде можно купить билеты. Я как раз покупал через него. И у этого приложения рейтинг ужасный. 2 звезды всего. И это по причине того, что просто очень часто отменяет рейс. Авиакомпания в этом не виновата. Она же не может и гарантировать вам полет из-за того, что погодные условия не позволяют. Тем более летать на маленькие острова на больших самолетах невыгодно. То есть они могут вам предоставить маленький самолет с пропеллерами, потому что туда набирается всего лишь человек 20, кто хочет туда полететь. Поэтому это просто невыгодно авиакомпании. Кстати, скажу, что эта авиакомпания не дешевая, то есть она является монополистом на этих островах, и перелеты между островами это не дешево, то есть даже если остров находится близко, если лететь туда всего лишь 15 минут, то за билет вы заплатите 100 евро. Но, как вы видите, обслуживание и у них все продумано. Меня и других пассажиров также привезли таксисты в мой отель. Отель, кстати, большой. Четыре звезды нарисованы. Часто авиакомпании заселяют в 5-звездочные даже отели, но просто здесь их всего лишь 1 или 2. Но я думаю, этот отель будет нормальный. Забавный момент я пронаблюдал в очереди, то что ресепшионист говорит человеку, который к нему подошел заселиться из моего самолета, говорит: «О, а я тебя помню, мы уже виделись вчера». Да, у меня 2-й раз уже отменили самолет. То есть человек пытается на этот остров улететь уже 2-й день. И 2-й день отменяют, и 2-й день авиакомпания ему предоставляет этот отель. Я надеюсь, я завтра вылечу. А если они будут каждый день отменять, то есть авиакомпания будет каждый день, получается, тебя содержать, и пока ты не улетишь. Очень быстро меня заселили, тем более сейчас раннее утро, но номер они предоставляют сразу же, не нужно ждать там обеда для заселения. И, кстати, еще и завтрак включен. То есть я сейчас иду на завтрак, потом иду на ланч, потом иду на ужин. Сейчас посмотрим, какой номер. Так, это, наверное, 6-й этаж. Да, выгляжу я сегодня вообще как-то не очень. Я с вами согласен. Пизу 6. Мне кажется, в конце коридора даже море видно. Океан точнее. Так, тут уже вставлена карточка. Или надо свою вставить? Ну и что ты не включаешься? А, все. Распаковка номера.
Смотрите, просторный двухместный номер с ковровым покрытием. Я люблю ковровое покрытие в номерах. Есть столик, кресло, тумбочки. Но места в номере предостаточно, конечно. Что здесь за ванная? Здесь, кстати, ванная. Все вроде бы соответствует стандарту 4 звезд. Количество полотенец, фен, ванные принадлежности. Ну, короче, все есть. Можно идти на завтрак. Бросаем рюкзак и пойдем позавтракаем. Дополнительное одеяло, вешалки, сейф. Нет халатов. Море, город, красивый вид. У меня балкон выходит на офигеннейший парк. Это ботанический сад. И там собрание очень древних растений. Древних, ну то есть деревья, которым там по 400 лет. Они очень красивые. Так что, если вы прилетите на Азоры и ваш самолет отменят, поэтому не переживайте, вам все дадут. И такси, и еду, и хороший номер. Эта уличная мебель меня напрягает, потому что смотрите, в каком она состоянии. Я бы ее с радостью вынес бы на улицу, чтобы она меня, ну, посмотрите, это пластиковый стол, не самый чистый. Гуфи-то у меня волнуется, переживает, что случилось. Вот в такси что-то начал скулить сильно. Гуфи, наш самолет отменили, поэтому сегодня ночуем здесь. Ждем следующий самолетик. Но я очень надеюсь, что завтра у нас получится улететь на остров. Потому что, ну, я снял там дом, и то есть я уже одну ночь там не ночую. Вот, этот парк очень красивый. И отсюда видно аэропорт. Вот взлетно-посадочная полоса, то есть здесь с балкона можно наблюдать, как взлетают и садятся самолеты. Azorian Hospitality с 1935 года. Мне, кстати, понравилось, как отреагировал парень на стойке регистрации, когда к нему подошли девушки, которые, ну, обеспокоены были тем, что рейс отменили, и говорят, ну, у нас было запланировано, то есть у нас нет ни машины, ни денег, ничего, что нам делать? И парень на стойке этой авиакомпании говорит, не беспокойтесь, мы дадим вам все, что вам необходимо для того, чтобы прожить этот день. И он с улыбкой, это типа с радостью говорит, мы дадим вам все, что вам нужно. Ну вы поняли, голодным здесь я не буду. Много еды, большой выбор, даже на завтрак. Да, погода сегодня, конечно, не самая лучшая, но наелся я прилично. Это все. Крытый бассейн, и он закрыт. Странно. Почему? Хотя мне вообще по барабану. Я не купаюсь нигде. Ни в бассейнах, ни в море. Могу забежать с разгону в океан и выбежать. У меня такое чувство, что я посетил какой-то новогодний стол у кого-то в гостях только что. Просто время было обеда. Я пошел на обед.
Капец, еды было много. И оливье, и разнообразие рыбы там, и такая рыба, и такая рыба, и такое мясо, и другое мясо там, и овощи, и сырые, и тушеные. То есть я вообще не ожидал такого изобилия еды. И миллион пирогов, всяких тортов. Ну, я наелся просто на день вперед, и впереди меня еще ожидает ужин. Но все европейцы на обед просто бутылками хлещут вино. Официанты только и подливали. Я ничего не пил, потому что, я после простуды не хочу сейчас никаким образом свой организм нагружать. Пью только воду. Еще забыл сказать, что забавно, что меня посадили за один общий круглый стол. Вместе, там, где сидело уже много людей, компания сидела, то есть все сидели, знаете, как одной семьей, и меня втулили, знаете, стульчик поставили, и меня туда упихнули, я вот так вот плечо к плечу ко всем остальным сидел, но как бы было достаточно комфортно, то есть это европейский стиль, вот так вот за одним столом есть. Меня даже это не смутило, на меня никто не смотрел, ничего не спрашивал. Все были довольно молчаливыми. Решил прогуляться в торговый центр, который у меня под отелем. Понятия не имею, что там делать, но просто пройдусь и пойду домой. Вроде бы здесь один такой большой торговый центр. И вот такой огромный кит нас тут встречает. Я в этом торговом центре уже был раньше, год назад. Кстати, через 2 месяца, вроде бы, здесь будет миграция китов, и здесь можно будет просто понаблюдать, если выйти в море на лодочке. Здесь очень много экскурсий в это время. Ну и сейчас, кстати, с легкостью можно понаблюдать дельфинов и косаток, кстати. Вот так вот. Ну, а киты будут через 2 месяца. И здесь, кстати, можно увидеть абсолютно всех китов, которые только вообще бывают в мире. Их там штук 10 разновидностей, и все они здесь есть. И в том числе самый большой голубой кит вроде бы тут тоже есть. Ну, кстати, меня никогда дельфины не привлекали, не вызывали восторг, а вот кита бы я хотел посмотреть. Поднялся на фудкорт. Сегодня же воскресенье, а я-то думаю, почему так много людей? Европейцы очень любят ходить в торговые центры на выходных. Всегда это переполнено людьми. Не знаю, чем заняться, я просто так зашел посмотреть. Есть кинотеатр, можно сходить. Смотрите, Маша и Урсо. Как-то не сильно я горю желанием смотреть Машу и Урсо. Так что идея с кинотеатром отпадает сегодня. О, велосипеды. Видели такое? Велики по 170 евро. Но, кстати, в Декатлоне бывает и дешевле даже иногда.
Поэтому иногда выгоднее даже купить велосипед, чем взять его в аренду. Ну а потом как покатались, вернуть его в магазин, да и все. Смотрите, что я купил. Лоток. За 4 евро. Знаете зачем? Чтобы возить с собой еду, которую я могу взять на завтраки в отеле. Я свитерок. Добрый вечер. Я вот недавно сходил в ванную, да, я помылся, принял ванную и очень чистый теперь. А сейчас я отправляюсь на ужин. Обуваю последний кроссовок. Их всего 2, ну вот первый уже был обут, и второй теперь тоже. Все, пожелайте мне приятного аппетита. У меня сегодня день принятия. Во всех смыслах. И принятия ситуации, и принятия пищи. Ну вот так меня посадили за вот такой вот общий стол. Видите, здесь даже табличка моего перевозчика Сата. И вот этот стол для всех, кого задержали. Остальные пока что не пришли. Я, наверное, первый. Самые голодающие, наверное. Взял овощи, рыбу и салат. Тут разнообразие салата.
Доброе утро. Ну что, попытка номер 2. Улететь на Флориш. 7 утра. Ожидаю свой самолет. Сегодня вроде бы с погодой получше. Вроде бы ветра нет. Вот так вот. Пойду пока полежу в комнате для отдыха. Вот так вот выглядит комната для релакса. Почему-то ее никто не посещает. В ожидании чуда. До последней секунды никто ничего не говорит. We apologize for this delay. We apologize for this delay. Вы Última поняли? chamada para os passageiros do voo Azores Airlines 172. Объявили про мой рейс, Por favor, dirija-se и com он urgência задерживается, à как вы porta поняли, 11 e 12. из-за weather A porta condition. está А этот парень в оранжевой куртке пытается улететь уже 3-й раз. Due to bad weather conditions at destination, passengers are requested to remain at this gate. We apologize for this delay. Опять объявили, что еще дальше задерживается мой рейс. Com destino a Lisboa. В аэропорту не осталось вообще людей. То есть все рейсы, которые были на сегодня запланированы, они все улетели в разных направлениях. Но именно на мой остров никак не может вылететь наш борт. И вот это все, кто остались. Это те, кто уже ожидает который день, когда их заберут. Эти все люди со мной в отеле были. Ждем новостей. Пойду, что ли, еще один кофе выпью. В этот раз капучино, хотя здесь капучино делают ужасный, какой-то шоколадный. Не умеют они готовить классический, по-своему делают. Попросил просто кофе с молоком, потому что если попросить у них капучино, они туда добавляют шоколад, какую-то корицу или там непонятно что. Неужели что-то будет? Люди уже не верят.
Говорит, ты не переживай, полетим. Куда ты торопишься? Этот парень не теряет надежды. Что? Отменили или что? Опять отменили. Не суждено этому улететь. 3 раза. Pedimos a vossa atenção, por favor. O voo Santa Air Açores, Flight 3500 to Flores will be cancelled due to bad weather conditions at Weather condition destination. will be cancelled. Окей. Попробуем завтра еще разок. Человек домой не может добраться. Уже который день звонит, я сегодня тоже не прилечу. А нельзя было просто как-то на расстоянии, ну, типа, предупредить о том, что рейса сегодня не будет, чтобы я не вставал с кровати, оставался в отеле. Они опять всех собрали в аэропорту. И опять нужно всю эту процедуру с ваучерами получать. Иду опять на стойку получать пачку ваучеров на еду и так далее. Да уж. Я уже всех в лица знаю, кто со мной не может улететь. Вот, опять мне дали пачку ваучеров. На такси 2 ваучера, потом на ужин, на ланч, на отель и еще 1 билет. Иду садиться в такси и ехать обратно в отель. Это, с одной стороны, забавно, а с другой не очень, потому что у меня уже 2 дня на том острове простаивает, так сказать, жилье. Жилье, которое у меня уже оплачено. Ну, зато есть положительный момент, я успеваю на завтрак. Так, в этот раз дали комнату поменьше, но тоже очень неплохо. Сейчас бросаю рюкзак и иду на завтрак. Нет коврового покрытия здесь. Так, и у меня вид на футбольное поле. Можно наблюдать за игрой. Стоит потом же задача еще вернуться. Если я еще и на том острове зависну, то у меня как бы сдвигаются все остальные планы и брони. Вот так вот путешествовать по островам Атлантики. Но пока что запас времени есть. Пассажиры уже здороваются друг между другом. Ну, уже со мной здороваются. Только что этот парень в оранжевой курточке уже начал со мной здороваться. Если он еще и завтра не улетит. Может, они привыкли, может, тут так всегда. Но, судя по настроению, как я вижу, у других пассажиров вообще все отлично с их настроением. Никто вообще не грустит по поводу того, что они не могут улететь который день. Улыбаются все. Ну, как-то. Никто никуда не торопится. Ну, просто вот так вот и долго добираемся. Доброе утро. Ну что, попытка номер 3. Я нахожусь возле своего гейта, предполагаемого вылета. И через полчаса я узнаю, лечу я сегодня или нет. И вот наш паренек пытается уже в 4-й раз вылететь.
On behalf of Неужели Santa Air объявили Awards, посадку we wish на you наш a pleasant самолет? flight. Так что сегодня летим. Ну, в любой момент могут отменить еще. Можно и книжку почитать в очереди. Потому что что-то посадка приостановилась. Неужели? Кстати, погода вроде бы утихла, ветра нет. Но это может так кажется. Просканировали билетик, и мы уже на взлетно-посадочной полосе. Правда, минус 2 дня. Минус 2 драгоценных дня, которые я мог бы гулять. А у нас не такой маленький самолет. Этот побольше, потому что я думал, мы полетим на таком вот. Но этот тоже с пропеллерами. Наконец-то мечта сбылась у человека. Estiverem sentados numa saída de emergência. Em caso de emergência, toda a bagagem de mão deve ser deixada no avião. Não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos.